Привет. Привет. Это знакомое лицо, мы с тобой общались, не? Да, было дело, да. Ну, я об истории общаюсь, напоминаю, а ты о чем? Да, мы пробовали уже общаться, у нас не сходится Я диалог. понимаю, я говорю, я об истории общаюсь, ты о чем? Я и об истории тоже в том А числе. какую ты книгу читал по истории, кроме А учебника и художественного? я много каких книг Ну, читал, я же говорю, последнюю назови, либо какую в памяти у тебя есть, о вы чем? будете постоянно меня перебивать. У нас поэтому и никогда не складывалось общение с вами, потому что вы Нет, параллельно. у нас не складывается общение по той простой причине, что когда я вам задавал вопрос, вы на него никогда не отвечали, а от меня требовали полного ответа. Так назовите, пожалуйста, книгу, которую вы читали по истории, ну хотя бы о чем она, без названия, без автора, о чем? Логично будет, если я продолжу. Вот смотри, как интересно, видишь, я задал второй раз конкретный вопрос, а ты логично начинаешь что-то рассуждать. Ответь на мой вопрос, потом порассуждаем вместе, подходит? Нет, не подходит. Не подходит, пошел вон тогда отсюда. Научись отвечать на вопросы, тогда будет диалог, чувак. Ну типовая поведінка. Я буду розсуждати, а ти мене слушай. Наша це входить в мої обов'язки слухати його. Диалог є Здрасте. діалог. О чем общаетесь? Да, разного. О жизни. Что такое жизнь? Ну, жизнь. Знаете, что такое жизнь? Что такое жизнь? Догадываюсь. Что конкретно, о чем вы общаетесь? Ну, знаете, давайте поговорим о ценах в магазинах. Пример. Давайте только не оскорбление страны, религии и так далее. Давайте культурно общаться, если вы хотите, Ну, конечно. я пытаюсь, да. Цены в Ну, магазине меня не интересуют, как тема разговора. Абсолютно. а что вы хотели обсудить? Со мной Я лично. общаюсь на темы истории. Вы на какие темы? Слушайте, в истории, ну, по поводу чего? Вы Что, интересуетесь историей? слушайте, относительно да. Какую вы последнюю книгу читали по истории, кроме учебника и художественной? Слушайте, я читал последнее «Кровавые земли». Тимоти Снайдера. Это, да, я не помню, извините, «Кровоземли», да, да, я читал на телефоне, пока ехал с работы, и вот и пытался как-то, знаете, в это углубиться. Там Вторая мировая война. Я не могу сказать, что я прям очень силен и могу вам рассказать про эту книгу, но я, правда, Ну, ее... я читал эту книгу, да. А вы, Вам понравилось? а? Понравилось, Ну, она спрашиваю? больше историческая, понимаете, это... Так это историческая книга и Да, есть, а да, не это больше историческая. созидание какого-то, ну, вот этой исторического вот штуки вот этой, которая, Какой? да, очень интересная книга, хорошая, хорошая. Понравилось. Чем Да, именно? нормально, хорошая книга. Вот. Чем именно понравилось? Что там в памяти осталось? Ну, во-первых, это наша история, наших дедов, отцов, дедов, прадедов. Ну, Чем, наверное. чем, чем, смотрите, вопрос такой риторический. Давайте рассуждать так. Смотрите, вы пытаетесь меня подтянуть за то, в чем вы сильны, правильно? Смотрите, я в Я этом... тоже читал эту книгу. Мы можем что-то обговорить. Причем здесь силен я есть и не силен. Почему? На какие территории Тимоти Снайдер назвал кровавые земли? Слушайте, я, кстати, так и не понял, почему. Ну, кровавая земля, вы что, кровь проливала? Какие территории на планете Земля Тимоти Снайдер охарактеризовал как кровавые земли? Которые были во Второй мировой войне, в общем и целом. Нет, не в общем и целом Второй мировой. Ну, слушайте, я так понял. Вы задаете вопрос, я вам Я отвечаю. понял. Я понял, что вы не поняли. Это территория Восточной Европы он охарактеризовал как кровавые земли. Которые участвовали в войне. И в войне в том числе. Но именно в Восточной Европе, а не Вы, где-то там в Америке, в Латинской или в Африке. вы сейчас пытаетесь меня вытащить меня дураком? Я же в общем и целом сказал же то же самое, только другими словами. Я вас спросил, какой регион, вы сказали какие-то земли. Я сказал, которые участвовали во Во Второй. Второй мировой войне участвовала Британия, западноевропейские страны, латиноамериканские. Что эти земли охарактеризовал Тимоти Снайдер как кровавые земли? Докапываться не нужно. Я не докапываюсь, я пытаюсь понять, Вы читали вы понимаете, эту книгу я или хотя бы, нет.
Я хотя бы открыл и почитал. Я понял. Вот понимаете, а вы много таких людей встречали? Каких? Ну, таких, которые хоть что-то читают. Очень мало. Вот я Ну, вот встретил видите. человека, который хоть что-то читал. Хочу пообщаться. Вот. А вы Так вы почему-то недовольны. нет, я почему? Я очень доволен. Я хотя бы Замечательно. читаю, интересуюсь. А почему он эти территории назвал кровавые земли? Как вы поняли эту метафору? Ну, кровь проливалась, потому что война. Кровь проливалась кругом на планете Земля во время войны. Вы опять прям, вы задаете вопрос, понимаете, я изучаю. Задайте вы свой вопрос, пожалуйста. Вы, пожалуйста, давайте покультурнее, Да пожалуйста. я верх культурности. Задайте свой вопрос. Простите, пожалуйста, мне звонит Мама мать. это святое. Вот помолчите, пожалуйста. Да, мамуль. Да, сейчас приду, хорошо, заберу сейчас. Ага, давай. У вас какой-то вопрос есть по этой книге? Знаете, нет, мне кажется, Нету. украинец, русский, дагестанец, чеченец, немец, нет никакой разницы. Давайте все быть людьми, образованными и Я вас хорошими. чем-то обидел? Ну, немножко да, вы Чем? докапываетесь. Вы А, докапываетесь. тем, что я докапываюсь до того, что вы читали. Прям Ну немножко, уж простите. немножко не У так. вас какие-то вопросы есть? Слушайте, а объясните мне, дураку, почему началась война в Украине? Нет разницы. Почему? Потому что Россия напала на Украину в феврале 2014 года. Все, обычный ответ. А вот что этому предшествовало? Давайте так. Предшествовало этому единоличное правление Путина. Предшествовало этому. Опять Путин виноват. Ну, понятно. Смотрите, вы спросили у меня вопрос. Я пытаюсь, как воспитанный человек, вам на него ответить. А вы пытаетесь меня перебить, еще и обижаетесь, что я к вам как-то несерьезно отношусь. Зачем вы меня спрашиваете тогда? Сейчас нет. Нет, смотрите. Еще раз повторите вопрос, я попытаюсь ответить, а вы попытаетесь помолчать во время моего ответа. Пойдет? Молчу. Повторите, пожалуйста, свой вопрос. Смотрите, почему началась по какой причине началась война в Украине? Опять же, повторюсь, не имеет значения в русском языке, нет никакого значения. Я могу отвечать? Да, ради бога, извините. Вы можете закрыть рот? Я помолчу. Все. Помолчите. Первая причина – становление единоличной власти Путина. Вторая причина – раскручивание государственными средствами массовой информации Российской Федерации идей российского шовинизма. Российское население и так достаточно шовинистично, но во время правления Ельцина это не слишком раскручивалось, а при правлении Путина российский шовинизм, который вы, кстати, сейчас проявляете, показывая свое неуважение к украинцу, именно и привело к тому, что российская армия вторглась на территорию Украины. Я закончил, вы можете прокомментировать мой ответ, если желаете. Смотрите, о каком неуважении вы говорите? Вот о каком неуважении вы говорите? Расскажите мне. Мы начали. Давайте культурно беседовать, то есть без обид. Культурно, мы друг другу. Задайте вопрос культурно. Перестаньте пить алкоголь и задайте вопрос культурно. Слушайте, я пью алкоголь очень редко. Я не спрашивал вас, редко вы пьете или часто. Я вас попросил, как воспитанного человека, перестать пить алкоголь, собраться, вам к маме еще ехать, и задать вопрос. Куда ехать? Ну, к маме вы хотите ж поехать? К вам мама звонила. Я через двор пройду. Замечательно, пройдете, а вам к маме еще идти. У вас вопрос какой-то был. У меня мама очень хороший человек. Прекрасно, передадите привет от меня. А как вас зовут? Степан Андреевич, а вас как зовут? Степан Андреевич, меня Александр. Да, Александр, вы хотели задать какой-то вопрос, либо прокомментировать мой ответ. Да, я так и не понял по поводу шовинизма. Вот, понимаете, шовинизм. Вы понимаете, как, знаете, когда человека обидят, которого, знаете, который вроде и что-то себе представляет, вот его обидели, вот, типа, знаешь, это
интерпретация, на типа, к Украине сейчас я провожу вот эту, знаете, вот тонкую грань, которую, знаете, ну что-то там балаболит, его дали ему в щеку, и он что-то там вроде что-то говорит, а вроде из себя ничего не представляет. Вот смотрите, шовинизм, это вот я правильно понимаю, что такое шовинизм? То, что вы наговорили, к шовинизму отношения не имеет. Ну, давайте меня, дурачка, просветите. Спросить вас Я, что-то? я Дайте определение академическое термину шовинизм. извините, спина начинает болеть что-то. Чешется, наверное. Что? Не, ничего. Дайте определение термина шовинизм. Слушайте, я даже не знаю. Я к своему стыду даже не знаю. Ну, шовинизм, ну, это плюс-минус то, что я вам сказал. В моем понимании, понимаете, я могу ошибаться. То есть не нужно думать, что я глупый сразу. Не, идиот. упаси Господь. Я Типа вижу вообще русский перед собой академиста. шовинизм, ну, шовинизм. Ну, то, что я сказал выше. Вы же меня слушали, наверное. Выше или ниже? Я слушал вас, конечно. Кстати, Ну, что вы пьете? Какой напиток? Поделитесь. слушайте, я пью разливное пиво Дон. И сколько вы выпили до момента разговора со мной? Слушайте, ну, наверное, вот одну и сейчас Пол-литровую одну? ну, литровые. Да, я пью хорошее пиво, я Это не... второй литр или это вторые пол-литра? Слушайте, я очень Слушаю. редко пью, я... Я вас год- не спрашивал, часто вы пьете или редко. Я спрашиваю, какой литр или какое пол-литра вы сейчас пьете? Слушайте, второй. Второй Даже- литр. Второй даже немножко тошнит уже. Как вас развезло от второго литра? Ну, слушайте, а знаете, как классно дома посидеть? Уверен. Жизнь была такая веселая, интересная, а оказалось, что это алкоголизм. Ну, я не алкоголик. Упаси Господь. Я вам говорю, что я не алкоголик. Я вас поддерживаю полностью. Не, выпить нужно чуть-чуть. Вот, понимаете, хорошее пиво можно взять. Понимаю. Вот хорошее пивко, вот сальца, хорошие закусочки. Вот это, В знаете, России нету хорошего сала, не рассказывайте. да как же нет, я только Ну хавал. так. Я бы скинул, То, просто что нет. вы хавали, салом не называют. Нет, в России есть хорошее сало. Нету. Это стереотип. Стереотип. Нету. Отец, это стереотип. Что такое хорошее сало? Опишите его. Слушайте, я пробовал украинское и белорусское, Опишите, пожалуйста, что такое хорошее сало. которое тает во рту, которое, знаете, вот кушайте вот так, и оно просто вот тает во рту. Я Вот понял. это- Ладно, у вас ко мне какие-то интересные вопросы есть? Что? Второй раз повторяю. У вас ко мне какие-то интересные вопросы есть? Будьте Ну, слушайте, здоровы. Да, вы, знаете, хотел бы сказать не вопрос, а пожелание, наверное. Да, выскажите свое пожелание. Не нужно всех ставить, знаете, по одну черту, типа, что все русские и так далее, какие-то черти необразованные, знаете. То есть, Так более-менее... вы такие и есть. Опровергните Видите, это. вы видите, сразу оскорблять начали. Опровергните это. Это вы сказали, я только подтвердил. Ну, смотрите, а вы вот со мной общаетесь, вы... Очень какого- уважительно общаюсь. Ну, видите, я же русский. Так я все равно вас под одну черту поставил. Не переживайте. Бля, ну очень обидно. Без Почему мата я можете? Передайте привет маме, чтобы она вас отучила материться. виноват? Извините, мой косяк. Мгм. Вот. Так, У вопросы меня интересные есть? Ты же пожелание не закончилось. Я понял. Так, пожелание, будьте добрее, пожалуйста. Понимаете, то, что кому я должен был добрее? происходит на Украине, да ладно, уже все проходили. На Украине ничего не происходит. Происходит война вас между война, у вас Россией там и полстраны уже нет. Украиной. У Вот. нас полстраны нету, совершенно верно, по вашему Пожалуйста, личному участию. Пожалуйста, хватит Пожалуйста. не хамить. Будьте добры к людям. Я очень добр к вам. Нет, вы начинаете даже мне хамить. Я Каким образом я вам нахамил? Я не Приведите убил ни пример. одного украинского солдата, ни одного украинского человека, ни одного. Убил. И я тебе докажу это. А налоги, ты маме налоги перескажешь. плачу очень. Для вашего уровня интеллекта очень слабо. Я хочу это подчеркнуть. Очень слабо. Очень слабо. Вы подготовьтесь сначала, Обязательно а подготовлюсь к потом вам. будете рассказывать там, что Вы и как. убили. И вы Я? лично при вашем участии, при вашем неучастии, потому что в Уголовном кодексе любой страны, мы же договорились, я говорю, вы молчите.
В любом кодексе практически любой европейской страны есть положение «преступная бездеятельность». Ваша страна ведет агрессивную войну, а вы лично преступно бездеятельность проявляете именно в этот период. Кроме того прочего, вы еще и платите налоги. А зачем вы ручкой машете? Я еще не закончил. Вы же хотели, чтобы я вам объяснил. Я вас пытаюсь объяснить. Но алкоголь, который бурлит внутри вас, наверное, 2 литр, мешает очень сильно взаимопониманию. У вас есть еще какой-то интересный вопрос для обсуждения? Кстати, сколько вы... Пошел вон. Ну, це ж треба було так з 2 літрів пива, щоб розвезло. Слабенький, зовсім слабенький. Здравствуйте. Привет. Я не ожидал вас здесь увидеть, только ваши ролики посмотрел. Я тоже вас не ожидал здесь увидеть, но тем не менее увидел. Я бы вам хотел показать одну книжку, Да, вот такую. чудесная книжка. Как вы к ней относитесь? А как я должен к ней относиться? Что вы от меня хотите услышать? Ну, как вы думаете, реализация на практике ее, как вам? Не реализовано. А в Украине? Тоже не реализовано. А как Я совершенствовать вам её? даже скажу, и в США не реализовано. Ну, согласен. Ну, а как вот ее можно нормально реализовывать? Для этого нужно гражданское общество, которого нет в России. Согласен. Я когда Гегеля читал, он тоже говорил, что гражданское общество – это основа государства, работа его. Гегель, наверное, молодец. Ну, возможно. Но он пришел к выводу, что невозможно построить гражданское общество. Ну, значит, и не нужно строить гражданское общество. Раз Гегель пришел к такому выводу, все, Ну нет, почему? руки на пузо и все. Ну, возможно, кстати. А как вам... Вы о чем Вот. хотите пообщаться, молодой человек? Да, ну, на самом деле, я не знаю. Я хотел вас послушать по поводу истории. Мне Для очень того, нравится чтобы вас меня слушать. послушать по поводу истории, мне нужно задать вопросы по поводу истории. Задайте мне вопрос, интересуюсь ли я историей или люблю ее. Интересуетесь вы историей или любите ее? Не интересуюсь, не люблю. Замечательно. Но у вас есть какие-то вопросы по истории, вы сказали. Нет, я бы послушал вас. У меня вопросов нет. Для того, чтобы мне что-то вам рассказать по истории, молодой человек, вы должны мне задать какой-то вопрос. Так просто с колес. Я вам лекцию об истории рассказывать не могу. Хорошо. А как... Ну, вот многие утверждают, что Украина – это искусственно созданное государство. Я вам так скажу, молодой человек. Все государства созданы искусством. Нет, ну Лениным я имею в виду. Естественным путем ни одно государство не возникало. Естественным путем возникает только человек. Конечно, Государство согласен. явление неестественное. Поэтому вопрос неправильный. Хорошо, тогда вот многие утверждают, что государство Украина было создано Лениным. Государство Советская Украина была создана Лениным. Нет, А что... государство Украина Ленин не создавал. Вот, но в то же время... Государство утверждают, имеет название. Украинская Народная Республика, Советская Украина. Так вот, Ленин создал государство под названием Советская Украина. Это да. Мгм. Ну, то есть, а до сих пор русские считают, ну, русские люди... Пусть русские считают все, что угодно. Вы вопрос задайте. Ну, то есть, как ваше мнение по поводу таких высказываний? Люди безграмотны. Вот мое мнение. Понял. Хорошо, спасибо вам за Пожалуйста. приятное общение. До свидания. До свидания. И убежал.